В результате братского единения с великим русским народом высокая русская культура и его богатейший язык пришли в тесное соприкосновение с казахским и оказали на него свое Казахский влияние. И русские языки с каждым месяцем, с каждым годом сближаются все больше и больше. И это сближение в дальнейшем, безусловно, примет еще больше. Националисты вредительски пытались ограничить, предотвратить закономерное влияние русского языка на казахский язык. Предлагали заимствовать термины из французского, а не из русского языка, так как их основной затаенной целью было стремление связать судьбу казахов с одной из империалистических стран. Казахские трудящиеся по мере роста своего сознания все больше и больше тянулись к русскому языку и с любовью изучали его. В настоящее время тысячи казахских детей знают русский язык наравне с родным языком. Можно ли удовлетвориться всеми этими величайшими достижениями? Конечно, нельзя. Для того, чтобы еще теснее сблизиться с русским народом, наша общественность одобрила переход на русский алфавит, являющимся алфавитом всего Советского Союза. Это довольно обычная риторика для времен Сталина. Но это статья Сарсена Аманжолова, создателя казахской кириллицы, которая используется в Казахстане и по сей день. Ну и что не так с этим алфавитом? Да и при чем здесь латиница? Я прямо сейчас и объясню. У казахской кириллицы есть три основных проблемы. Самая главная проблема – это огромное количество букв только для русских заимствований. Чтобы писать казахский язык, они просто не нужны. Но Манжолову очень сильно не нравилось, что слова, которые приходят из русского языка, видоизменяются под казахское произношение в казахском языке. Но вы представляете, если в русский алфавит решат добавить все английские буквы и заставят читать все английские заимствования точно так же, как в английском? Простите, это не маркетинг, а маркетинг. Но это же просто глупо. В русском языке нету английских звуков, и в казахском языке нету русских звуков. Нету смысла добавлять русские буквы в казахский язык. Ну, конечно, если ваша цель это чтобы как можно больше казахских детей заговорило на русском языке, это, конечно, нужно. Вторая проблема с кириллицей – это существование букв К и Г. В казахском языке у всех букв есть твердые и мягкие произношения, в зависимости от слова. Например, ал, ель, жар, жер, шар, щер. Таким же образом, К и Г встречаются только в твердых словах, а К и Г встречаются только в мягких словах. Можно даже заметить, как в слове «келеик» добавляется мягкое «к», но тот же самый суффикс в твердом слове, типа «бараик», уже читается «к». Этот факт и во времена Манжолова был известен. Но, как всегда, для сохранения написания чистоты русских слов было решено сделать их разными, чтобы никто не посмел читать слово «колхоз» как «колхоз». Но это, как сказать, правильно говорить не «dead inside», а dead inside. Конечно, в английском могут говорить «d» на конце слов, но в русском так не делают. Так и в русском могут говорить мягкую «к» перед твердой «о», но в казахском так не делают. Третья проблема – это эти буквы. Многие считают, что они звучат точно так же, как русские «у» и «ю», «я», но в старых алфавитах их аналогов не существует. Как тогда раньше писали слова с ними? Ну, «у» писали как вот эти сочетания букв. Если оно не между двухгласных, то же самое и со старыми написаниями «и», «ю», «я». Они все состоят из нескольких букв. И произносились они так же, как писались. Но, скорее всего, многие из вас скажут, что это бред. Я же слышу, что произносится точно так же, как в русском. И я бы мог привести очень много лингвистических доказательств и статей на эту тему. Но давайте я просто оставлю на них ссылки, и мы послушаем, как же по-настоящему казахи произносят эти буквы. Қазақстандықтар Өзбекстанға паспортсыз кіру мүмкін. И чтобы максимально убедить всех, можете посмотреть на звукоанализ, как он говорит последние три звука. Сначала он говорит «р», затем гласную и затем «в». Можно увидеть, что гласная посередине отличается по частотам по картинке
от согласных по краям. Они явно не звучат как русские звуки. Но почему тогда они пишутся как русские? Видите, эти сочетания звуков использовались, чтобы заимствовать русские слова. И Аманжолову это очень сильно не нравилось. По его мнению, эти сочетания звуков надо было писать как русские, и произносились они точно так же, как в русском. Самое ужасное, что из-за этого поменялись написания исконно казахских слов. Теперь вместо логичного ок, окыда пишется ок, оку, окида. Это все не затрагивая более мелких проблем. Типа того, что буква «щ» обозначает двойную «ш», что «г» и «г» произносятся как «к» и «к» в начале слова, что «р» и «л» произносятся как «ыр» и «ыл» в начале слова, что в казахском есть гармония губления. Тегін саяхаттау мүмкіндігін пайдаланатындар. И много чего другого. Ладно, понятно. Кириллица это плохо. Но разве латиница не должна все эти проблемы решить? Нет. В Казахстане с 2017 года было рассмотрено 4 официальных латиницы. 4! Ни один вариант не решил ни одной проблемы кириллицы полностью. Русские буквы, они все еще есть, просто теперь пишутся немного по-другому. К и Г тоже все еще есть. Даже очень странное написание букв У и И оставили во всех вариантах. Почему латиницу составили именно подобным образом, остается только гадать. Зачем Казахстану так сильно нужна латиница, если после всех анализов, разработок орфографий, изучения международного опыта слепо перенимаются все ошибки кириллицы? Я надеюсь, что когда-нибудь у казахского языка появится свой алфавит, который будет только подчеркивать все его особенности, а не упразднять или заменять их. Пока еще хоть какие-то особенности остались. Но об этом можно в другом видео.